Это ноутбук с внешним модулем системы водного охлаждения. Короче, этот мир продолжает меня радовать. Видели мы его еще в Германии, и я еще тогда был в шоке. Но когда он стоит у тебя на столе под руками, и ты играешь и работаешь, это реально какая-то жесть. Стоит он, блин, $5000. 5! Ноутбук. А, вы еще не ушли? Ну тогда продолжим обзор. Он практически полностью выполнен из металла, отчего весит почти 4 килограмма. Пластиковая тут только рамка вокруг дисплея и рабочая поверхность. Металл окрашен в новые цвета Republic of Gamers. Это вот такой металлический и почти какой-то похожий на золотой. И я даже не знаю, бывает ли лучше комбинация. Светятся на крышке вот эти две полоски и логотип. На правой грани USB 3.0, HDMI, мини-дисплей-порт, 2 USB Type-C, один из которых по совместительству еще и Thunderbolt, и закрытый Ethernet. Чего его полностью не закроют, чтобы было вот открыто, либо полностью закрыто? Я не понимаю. Тут же одна из прорезей под динамики. С левой стороны замок, еще 2 USB 3.0, 2 мини-джека и кардридер. На задней стороне ноутбука все необходимые дырища для подключения док-станции. Тут 2 гнезда для фиксации, 2 гнезда, по которым гоняется, собственно, вода, и гнездо питания. Круто, что ноутбук заряжается, будучи установленным в док. Ну и по традиции на передней стороне, как всегда, ничего нет. Вы думаете, я все сказал? Я уже все рассказал про этот ноутбук? Нет! Ладно, тут соседи. Да, действительно, приводов Asus ROG GX 700 нет, в отличие от G752, блин. Но об этом я поною в будущих обзорах. Немного озадачил тот факт, что рамка вокруг дисплея стала больше в сравнении с 751 моделью. Сверху уже, по бокам шире, снизу вообще можно постель застелить и спать лечь. Может, это как-то связано с тем, что у моего G751 одна большая петля, держащая крышку, а в этом ноуте их две? Я не знаю и не хочу знать, я просто вижу эти рамки, господи, я вижу их сильно. 17,3 дюймов с разрешением Full HD на IPS матрице. Вот как бы и правильно, что не 4К, но с другой стороны тут с таким видеочипом как бы доктор прописал выжимать максимум. В любом случае ставишь Fallout 4 на ультра и громким голосом предлагаешь всем друзьям сосредоточиться. Углы обзора и цветопередача очень хорошие. Впрочем, какими они были и в предыдущих моделях серии ROG. Но эти рамки... Ладно, уже сказал об этом. А, и еще. Экран поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, что прямо очень заметно улучшает впечатление от супердинамичных сцен в играх. Более подробно узнать об этой технологии вы можете, кликнув вот здесь. Клавиатура практически не изменилась. Возможно, стала чуть тише. Та же подсветка, тот же шрифт, те же подкрашенные кнопки WASD, то же расположение элементов. Изменения коснулись только ряда дополнительных клавиш. Теперь их тут не 3 плюс Steam плюс Stream, а 5 плюс Stream. Как только ты забиндил что-то на дополнительные клавиши на клавиатуре, ты сразу становишься про-игроком. Рабочая поверхность, где вы больше всего будете намазывать своим маслом, все такая же марка. В общем, надо будет протирать. Самый большой элемент на этой планете — это вот эта кнопка включения. Потом идет какое-то здание в Эмиратах, Эльфелевая башня и так далее. Но самый большой — это вот эта кнопка. Чтобы звук попадал хоть как-то на вас, прорези под динамики есть еще и тут. К слову, звук — это самое слабое звено в этом ноутбуке. Он заметно тише и проще, чем в предыдущей модели G751. Видать, там действительно массивная система охлаждения, что даже динамикам негде разгуляться. А теперь про док-станцию. Вот вам мое предложение к компании Asus. В следующей версии этого больного на голову ноутбука в док-станцию нужно добавить 5 USB-портов, 2 крутых динамика, которые могут звучать по Bluetooth как от ноутбука, так и с телефона, например. DisplayPort и HDMI, и еще Ethernet. В итоге где-нибудь на работе с этим ноутбуком ты такой прилежный джентльмен, менеджер среднего звена, работаешь свой Excel, а приходишь домой, шваркнут в док, а к нему уже подключена мышка, клавиатура, монитор, музыка играет на всю комнату, и при этом все это уже заряжается. Это же песня! И при этом, чтобы ноут не нужно было открывать, просто шварк и пилишь на максималочках. В реальности в док-станции установлен внешний модуль системы охлаждения. Водяной системы охлаждения в ноутбуке. Это все, что вам нужно знать о воображении и возможностях тайваньского производителя. Подумайте, это же работа мечты придумывать такие ноутбуки. Начальника, бамбуковый ноутбук сделаем? Ханджи Тянь. Начальники, может 30-дюймовый планшет сделаем? Ханджи Тянь.
Идея! Поставим СВО в ноутбук. Дин Тайфун! Начальник, идея! Давай пятиколесный электрокраз соединим с ноутбуком ROG. Изи! Все именно так и происходит на совещаниях Asus. Я там был. Блин, да дайте же рассказать про док-станцию. Подключив ноутбук к доку, вы можете раскрыть весь потенциал десктопного видеочипа NVIDIA. Тот, который GTX 980. Не M, а именно взрослый чип. 8 гигабайт DDR5 видеопамяти. Это тот чип, который обычно потребляет кучу питания и охлаждается здоровенными кулерами. Наверное, поэтому тут такой блок питания. Если какой-то блок питания на этой земле вам покажется большим, просто вспомните про этот обзор и про этот ноутбук. Я лично очень жду, когда в ноутбуках наконец-то будут нормальные блоки питания. Вот такие. А не вот всякие маленькие. Зачем они нужны? Интересно, что интеловская графика отключена на уровне BIOS, и даже в автономном режиме ноутбук работает с NVIDIA GTX. Чтобы охладить такой мощный видеочип, док разгоняется на полную, издавая при этом шум. Напрягу вас всего одним скриншотом. System Stability Test в AIDA 64 показывает 55 градусов видеокарты и 65 градусов процессора. И это под 100% нагрузкой. Это очень круто. Но если проводить этот же тест, но без док-станции, то лучше не проводить этот тест. Тротлит, шумит, греется, в общем, лучше не рискуйте. Говорить о том, что вы будете перевозить эту док-станцию, даже куда-то с собой поиграть, нереально. Она огромная, блок питания огромный, да и сохранности ради не советовал бы это все время теребонькать. Без док-станции ноут тянет все игрушки на ультра настройках, однако температура будет уже порядка 70-75 градусов, а то и выше. Мощности этого ноутбука хватит с головой, чтобы играть на максималочках и стримить одновременно. Если вы серьезно возьметесь за свое творчество, то и помонтировать все это дело можно будет на изичах. В ноутбуке установлен процессор Intel Core i7-6820HK с тактовой частотой 2,7 ГГц и целых 64 гигабайта оперативной памяти. Нет, 60 им было мало. Нет, давай еще 4 добавим, чтобы было целых 64 гигабайта оперативной памяти. Asus ROG GX 700 очень крут. Судя по цене, характеристикам и массе, этот ноутбук, этот не ноутбук. Максимальная мощь заключена в красивенный корпус ноутбука. Жаль, у меня нет столько денег. Ну, хоть, может, лайком поможете. Да, на канал подпишитесь. Это же YouTube, много просмотров, значит миллионы долларов сразу я зарабатываю. Ну вы же в курсе.